Здравствуйте, друзья! С вами Константин Глазнов, Курсинский завод деревообрабатывающее оборудование. Хочу рассказать, в чем именно основные фишки станка УПТ-250М. Почему он настолько стал популярен, почему он настолько востребован, причем востребован у людей, умудренных опытом, не у новичков. Это не один станок, то есть он продается как один станок, но это не один станок. Бревнотаска, она является неотъемлемой частью этого станка. В станке в самом есть узел, который отвечает за формирование плахи, и есть буквальный многопил. И дальше, уже после станка, вся готовая продукция выезжает на рольган. Тут получается выигрыш по нагруженности на сети, меньше требуется людей для работы. Если мы в целом все посчитаем, вроде бы цена большая, 1 250 000, но если вы купите отдельно бревнотаску, если вы купите отдельно многопил, отдельно брусовал, все это дело соедините вместе, настроите, то у вас получится в сумме намного больше. Следующая фишка – это схема, по которой плаха формируется не распиловкой бревна, не отпиловкой у нее двух горбылин, а фрезеровкой. Вроде бы установка вместо фрез двухдисковых пил выглядит оправданнее, потому что у нас появляются два горбыля, которые потенциально мы можем переработать. Но в том-то и дело, что только потенциально мы можем переработать. На самом деле выход с них получается ничтожный, но зато проблем получается намного больше. Влияние пил дисковых на стабильное состояние заготовки очень большое, и диски дестабилизируют заготовку в станке, и на многопиле уже на выходе получается хуже геометрия. В этом случае фрезы работают эффективнее. Дальше у нас появляется древесная лапша. На пересечении дисков вот в этом месте появится обязательно срезка. Это даже не опилка, ее нужно как-то удалять. Ее невозможно высыпать, она не ссыпается, это крупные куски, они обламываются, а их с каждого бревна будет 4 штуки. Нужно будет отдельно брать, причем с разных сторон станка, и утаскивать. Это трудозатратно, а это, соответственно, деньги. При такой схеме получается много стружки. Казалось бы, это минус, но с другой стороны, стружка либо ссыпается под станок, и откуда выгребается из канавы скребковым транспортером, либо всасывается системой аспирации. И в этом случае на нее не нужно тратить человеческих сил. Следующая фишечка, которая здесь реализована, это подточная подача и подточный выход. Мы, как в мясорубку, закладываем сюда бревна, а выходит у нас пачка обрезных досок и один горбыль снизу, один горбыль сверху. Снизу горбыль, он уже мало пригоден для переработки, а верхний горбыль мы можем еще переработать. Вот такая подача, подточная подача, она как раз оправдана для тонкомера. Да, для больших бревен может быть не так эффективно. Да, выход годного не такой большой, как на ленточной пилораме. Но ведь у нас стоит задача не выход годного. У нас стоит задача не максимально выжать там из этого бревнышка все, что из него можно. У нас стоит задача переработать большой объем тонкомерной древесины. То, что и выкинуть жалко, и возиться тяжело. Здесь как раз возиться не тяжело. Следующая фишка, которую я хотел рассказать, это то, что здесь используется двухвальный многопил. Почему он используется именно двухвальный многопил, не одновальный многопил? Если мы здесь будем использовать одновальный многопил, нам понадобятся диски большего диаметра. Диски большего диаметра имеют большую толщину, большая толщина имеет большую величину пропила. Для пропила приводит к тому, что больше полезной древесины, которую можно было бы взять, уйдет в опилку. Если у вас пропил, условно говоря, 2 мм, и вы пилите 20-ю доску, то только каждая 10-я доска у вас уходит в опилку. Если у вас пропил 5 мм, то уже каждая 4-я доска уходит в опилку. Уходит в стружку не горбыль, уходит в стружку полезная часть дерева, из которой можно было бы что-то взять. Финальная, такая, скажем, бронебойная вещь, которой нет вообще ни у кого. Это быстрая перенастройка размера. Большая проблема. И я думаю, все с этим согласятся, это сортировка этого тонкомера. Его, прежде чем перерабатывать, обычными способами требуется сортировать. Когда вы используете брусовал, для того, чтобы вам изменить толщину плахи, вам нужно остановить станок, сменить там расстояние между дисками путем установки шайб. Когда вы используете станок такого же типа, фрезерно-брусующий, вам тоже необходимо будет его остановить, снять и установить другие фрезы. В этой схеме ничего этого делать не надо. Прямо во время пиления, не останавливая станок, буквально нажатием одной кнопки, вот здесь вы видите, у нас сейчас
используются 4 кнопки с памятью, выбирать толщину будущей плахи. Идет у вас бревно сотка, вы видите, вы знаете, что с сотки вы берете там плаху на, ну, допустим, на 50, да? Нажимаете кнопочку, у вас заранее здесь уже установлено, фрезы сходятся, расстояние 50, она идет, следующее бревно у вас идет, вы видите, оно идет у вас 120, вы знаете, что 120, вы берете уже 80. Нажимаете следующую кнопочку, у вас уже там установлено 80, 1,5-2 секунды фрезы расходятся, и следующее бревно у вас уже идет на 80. Задавайте вопросы, будем снимать ролики новые на эти темы. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, мы будем держать вас в курсе. Всем удачи в делах. С вами был Константин Глазунов, Кусинский завод деревообрабатывающего оборудования.